А что же происходит в нетуристических городах побережья? Всем привет, я Игорь, канал Алена Ар Влог, и мы сейчас находимся в удивительном, классном, офигенном Херцег-Нове. Тот, кто на нас подписан уже давно, знает, что мы приехали сначала в этот чудесный город, но нас по определенным объективным причинам не принял, поэтому мы поселились в Будве. Но уже год спустя хочется, конечно же, и побывать здесь, потому что давненько мы тут не были, и вместе с вами мы все это сейчас посмотрим. Начинаем нашу прогулочку со старого города в Херцег-Нове. Любой город в Черногории, он имеет крепость, так сказать, зародился практически там, где было какое-то фортификационное сооружение. Смотрите, какая красота. Когда я говорю не туристический город, я имею в виду, что слабо туристический, не сильно туристический по сравнению с той же Будвой и окрестностями. Здесь все же меньше сюда приезжают людей, но все опять-таки, как и везде, заточено под туризм. И одна из самых фишек и достопримечательностей Херцег-Нове, это, конечно же, ступеньки. Неоднократно мы вам говорили, город 1000 ступенек, и все здесь таким вот образом и выглядит. Причем даже скорее это не город 1000 ступенек, а город лестниц. Что даже вот старый город, крепость, замок, находится где-то на каком-то из пролетов лестницы. Я буду про это, наверное, много говорить, потому что уже отвык. Равнина, Будва все-таки, что поделать-то? Это вот, помните, предыдущее видео, если вы смотрели про Котор, там вверх надо было подняться по лестнице. Ну, здесь вот примерно все то же самое, только тут живут. Если там жили в Которе, где-то на пролетах лестницы, а тут все еще жизнь бурлит, и это нормально. Зато нет машин. И для здоровья полезно. Историческое место, как и большинство исторических мест в Черногории, сохранено и функционирует. И обратите внимание, какие гигантские толстейшие стены. И узкие проходики. Где-то я когда-то читал в исторической литературе, что специально строились такие улочки, чтобы удобно было держать оборону. Типа эти самые рыцари на коне с копьем должны были проезжать. Но здесь никто с копьем не проедет. Здесь один человек с трудом проходит. В общем, этот город еще уже, чем Будванский старый город. Но в этом есть своя какая-то, я даже не знаю, атмосфера. Он другой. Практически реставрация. Скорее всего, будет современное какое-то здание здесь. Но, только подумайте, на старой, я даже не знаю, сколько сотен лет этой кладки. В общем, здесь что-то будет современное. Жизнь кипит в исторических местах даже. Как и на любой площади, храм. Любой уважающий себя город должен был иметь каменный, крутой храм. И вот здесь не исключение. Питьевой фонтанчик с водой в жару. Не знаю, насколько она чистая, надо пожить или спросить, кто живет в Херцег-Нове. Друзья, кто живет в Херцег-Нове, напишите в комментариях, это питьевая вода, пить ее можно, насколько она нормальная. Такая вот площадь, друзья, уютная, небольшая, классная. Это Херцег-Нове. Людей, как видите, еще немного, это еще далеко, но тем не менее уже популярностью пользуются, даже в будни. Где-то лежит снег, а здесь уже вовсю начинает жизнь из вот этой флоры выходить. Показывает, что оно живое. Смотрите, скоро будут красивейшие цветы. Весна офигенное время в Черногории, очень красивое. Да и осень красивая. Мне и зима понравилась вообще. Это классно. Вот интересно, когда здесь сезон, куча людей. Здесь совсем сложно ходить же. Только друг за дружкой получается. Но обратите внимание, как здесь пусто пока что. Вот мы с вами были на площади, где кафе, место такое притяжение, да. Чуть-чуть отошли в сторону, и все. Добрый вечер. В Херцег-Нове сейчас так. Рядом с музыкальной школой немножко тоже история есть по музейной. Эти пушки морские, якоря. Пока не работают, но можно посмотреть издалека. С непривычки кажутся, человек не морской, из Беларуси. Человек не морской и живший на равнине в лесах Беларуси. И вот такие вот якоря гигантские, которые выше, чем я по росту, удивляют даже. Если песни слышите, кто-то запевает, это здесь музыкальная школа. И кто-то тренирует акапеллу. Видите, какие здоровые. Ценятся и украшают. Снова немного весны. Видите, уже почки распускаются. А где-то даже цветы уже вовсю. Название не подскажу, но очень красиво. Со стен свисают.
И реально такое непривычное уже даже ощущение, когда ходишь один по городу. То есть ты один в городе. И вот сколько здесь прошел, то есть, ну, один человек какой-то выходил, и все, и я здесь один. Может, оно закрыто, может, я неправильно пришел. После Будвы вообще кажется, что такое бывает. Примерно как вот мы в Петроваце были зимой, но и то там больше людей было. Хотя Петровац ближе к Будве. А здесь вот, пожалуйста, старый город, никого. В общем, друзья, если любите одиночество, стопудово надо в Херцег-Нове заезжать вот прямо сейчас, пока туристов еще не понаехало. Наверное, зимой здесь еще меньше людей. Хотя как может быть меньше людей? Ну, я имею в виду, да, в принципе, я что же людь, считаюсь человеком. Даже меня здесь не будет зимой, вообще никого. О, машина поехала. В общем, у вас есть шанс познать пустые улочки прямо сейчас. Просто приезжайте в Херцег-Нове, старый город. Интересно. Вроде замок, вроде город, а в нем прорублена дорога. Вот так вот даже здесь бывает. Еще одна башня. Из старого города до моря довольно-таки далеко. То есть не место для купания, для пляжей, как в нашей Будве, но для прогулок. Такие здоровые толстенные стены невозможно, наверное, даже временем разрушить. Сколько они всего повидали, выдержали. И время дает о себе знать. Видите, вот чуть-чуть опустилась часть поднялась. Деревья, которые здесь росли, уже спилены, превратились в пенечки. Домик, чуть выше следующий. И вот так вот по лесенкам можно добраться на самую вершину горы. Вид, конечно, красивый будет. Но, наверное, ходить из магазина довольно-таки сложно с покупками. Я не знаю. Может, да, дорожки есть, и к каждому дому можно подъехать. А если пианино себе закупил такое большое, тяжелое? Ну, наверное, должна быть дорога к каждому домику. Черногорская парковочка. Здесь еще ребята запарковались, ну, с уважением друг к другу, и очень много места друг перед другом стоит. А вот когда ходишь по улицам, обращаешь внимание, что бампер в бампер, я не знаю, как они вообще выезжают, ну, реально невозможно выехать. И никто не заморачивается на царапины, я так понимаю, на какие-то там сколы, потому что в таких условиях найти место запарковаться крайне сложно. Ну что запарковаться? Ну ходить, машину поставил, ходить невозможно потом. Да, старый город сплошь и рядом в кафешках, в ресторанчиках. Я здесь нигде не был, поэтому понятия не имею, каково здесь. Вот уже где-то на побережье мы. Король Стефан. Мы где-то здесь, я не помню, в июле прошлого года здесь были с Аленкой, со Стефаникой Домиником. Конечно, было побольше людей здесь. Это уже берег и, так скажем, здесь самые многолюдные места. Они точно притягивают к себе туристов. Но вы видели, что там внутри никого нет, только побережье. И есть специальные места для наблюдения за купающимися, а в их отсутствие наблюдать за волнами, за волнами. Ну, очень красиво. А дорожка променадная, кстати, вот где по которой люди ходят, если кто-то вдруг не знает, можно пройти в другие города. Игола, и что там еще там есть, Топла. Ну, здесь все считается, конечно же, называется Херцег-Нове, но по факту это другие немножко юрисдикции, административные единицы. Ну, просто нависает над морем, над всем вот эта твердыня. Не просто оно по-черногорски называется твердыня, а не замок. Твердая, потому что неприступная. Еще интересный фактик такой. Коллеги подсказали, что когда в Херцег-Нове приезжаешь, вернее так, если в Будве ты заходишь в какой-нибудь общепит, там, в ресторан и так далее, и говоришь по-русски, тебя 100% поймут. А в Херцег-Нове все, English, пожалуйста, либо сербский. Ну, то есть чаще здесь по-русски уже не понимают. Ну, вот факт того, что очень много русскоязычных именно в центральной части побережья поселилось. Ну, поэтому там такие цены. На самом деле классно, что вот такая есть большущая, огромная дорожка, по которой можно пройти с одного города в другой, потратить на это, я не знаю, там час, может быть, больше даже. И всегда тебя будет встречать чудесный вид, моречко, бухта вон, забитая лодочками именно здесь, отсюда. Ну и видите, сколько здесь всяких кафешек. Из таких вот необычайных фактов про вот эту часть побережья, то, что здесь, ну вот пляжи бетонные. Если в Будве много камней, какой-то гальки, но встречается и песочек, там ну, любой вкус можно найти, то здесь вот такое. Ну и, соответственно, если хотите, но если хочется именно песчаного какого-то такого пляжика отдыха, то помним Ульцин, 12 километров черного вулканического песка. Офигенно.
Тоже есть видео, в прошлом году ездили, в этом уже только летом, наверное, поедем, когда приедут Аленка и дети. Им там точно понравится. Да, здесь уже мысли про лето наступают в Черногории. Хотя до него еще, ох, как далеко. Прошлогодние цены в этом году явно будут уже другие, с учетом тенденции. Просто поплавать 15 евро с человека, а для любителей рыбалки 30 евро в час за рыбку. В смысле, за рыбку, за рыбалку с шкипером и топливом. Друзья, я вам говорил, что нету песка пляжного в Херцег-Нове. Но я вспомнил. И он как раз таки рядом. Видите, друзья, вот этот вот кусочек. Наверное, чуть ли не единственное место здесь, в Херцег-Нове, где есть он. Вот небольшой островочек. В общем, лестницы с непривычки будут казаться, будут чувствоваться, так сказать. Но я уверен, что пожив здесь, лестницы перестанут быть чем-то удивительным, будешь лететь и не замечать их. Доказательством этому вот эта чудесная лестница. Вот посмотрите, видите? Утоптана. Она словно уже вата, словно пена с памятью. Запомнила, что куда нажимают. Ну, представьте, сколько каждый день по ней людей ходит. На самом деле не только та, которую я вам показал, а тут вся, в общем, все лестницы с эффектом памяти уже. Потому что это нормальная дорога. Друзья, это точно самый необычный город Черногории. Ну вот, просто необычный. И более того, здесь кроме того, что полезно для физического здоровья жить, еще и воздух, говорят, лечебный. Горы, море, он куда-то там встречается в своих каких-то там непонятных вещах, перемешивается, и вдыхая его, мы лечимся. А выгола лечебная вода, лечебные грязи. Ну, это в следующем видео. Но все-таки вот такие гигантские машины здесь приезжают. Мы недавно разговаривали по поводу того, как тут пианино доставить, да, вот, легко. Друзья, про пианино это была не шутка, оказывается. Это на самом деле здесь какой-то концерт и куча оборудования концертного подвозят. Ну да, есть нюансы того, что все-таки тесновато здесь, разъехаться сложно. Но как-то все работает, видите? Тут, друзья, черногорская пробка. Все, никуда никто не едет. Потому что, вы поняли. Да, особенности города. Лучше ходить пешком, чем на машинах ездить, потому что рискуешь ехать очень медленно по лаку. Еще есть рыночек. Пока что людей там немного. Ну, я имею в виду продавцов. Но уверен, что к лету здесь будет все завалено. Кажется, я нашел проспект целый. Тут такая широченная дорога. После всего того, что мы с вами видели, это просто хайвей Герцег-Новичанский. Это такие real estate недвижимость, самые, наверное, популярные здесь точки. Ну и неудивительно, потому что живет здесь все это дело экономика благодаря туризму в основном. И, кстати, вокзал. Чувствуется сразу же. Поднялся с города, кипит жизнь, хайвей, куча таксистов, куча движухи, большие парковки. Контрастно. Подняться к вокзалу снизу откуда-то и на тебе. Отойдя от вокзала буквально ступеньку вверх, опять тишина. Только машин много запаркованных. Кстати, магазин здесь. Мы здесь с Аленой где-то смотрели квартиру. Думали, когда жить. Но она оказалась грустной. В Будву приезжал Слава Комиссаренко с концертом. И мне кажется, что его надо везти не в Будву, в 5-звездочный отель, который там есть, а сюда, в Херцег-Нове. Почему? Потому что он здесь концерт даст, и у него будет столько нового материала для шуток. Если кто-то смотрит и знает Славу Комиссаренко, передавайте. Пускай приезжает в Черногорию именно в Херцег-Нове. Где-нибудь в старом городе, в замке выступит. Тут есть возможность. Вы же видели, какую сцену там делают. Много людей может прийти на концерт. Вот. Мне кажется, отличная идея. Смотрим, вот улица, машину можно поставить. Если вы живете вот в этом доме, как выглядит дворик. Всегда проходить лесенку. Ой, какое красивое. Смотрите, скоро оно расцветет и будет просто радовать глаз и обоняние. Потому что они еще очень ароматные. Поднимаемся. Вот такие вот дворики. Окна выходят в лес. Очень тихо, очень спокойно. И про полезный воздух я уже говорил. Вы чувствуете контраст, да? Классно. И это ж ведь не самый высокий дом, да? То есть вот есть еще одна лестница. Это вот, чтобы куда-то туда добраться или к этому желтому дому. Чем выше, тем дешевле, наверное. Херцег-Новый, он весь такой вот так. Вверх, вниз. Тут
Потом выходишь, за угол зашел, бах, блин, толпа, куча народу, грузовики ездят. Блин, он прикольный. Ну, вот сказал я вам, что здесь семиэтажных домов нету, и такой, опа, пожалуйста, любой, тоже строят, неважно. Технологии позволяют. Огроменные дома здесь тоже, в принципе, есть. И ты тоже еще вот сколько год живу, а к кактусам не могу никак привыкнуть, что они тут как эти, ну, как просто, типа, кусты растут. У нас они продаются в этих всяких магазинах. Алоэ, кактусы, как кустарники растут. Снова лестницы. Если не знать маршруты, вот как я, да, то можно куда-то забрести, потом может даже и заблудиться, не выйти. Поэтому ночью без карты здесь не ходите. Конечно, даже Google Maps не поможет, он не знает всех этих маршрутов. Друзья из Херцег-Нови, а вы быстро привыкли, освоили вот это вот все? Ориентироваться в этих лабиринтах. Это ж, ну, реально как лабиринт получается. И к дому ведет только одна дорожка всегда. Так необычно вообще, прикольно. И зато единение с природой, никакого тебе автомобильного дыма, шума. Не, ну ладно, шум есть. Оттуда, с той дороги. Но здесь в основном птицы поют. Посмотрите, цветочки. Черногория вам обычная, где туристы... их мало, в общем, туристов. Меньше, чем в Будве. Здесь больше всего живут обычные люди. Или понаехавшие, как я, или уже кто переехал сюда давно. Ну и плюс местные черногорцы, конечно. О, видите, да? Лесенка, а там сразу же дорога с движением. И вон значки, кстати, лестница заканчивается вот с этим, белый с красным. Знаете, друзья, кто любит активный отдых, путешествовать, просто в Херцег-Нови приезжайте и просто гуляйте, это прикольно. Не обязательно в горы ходить, вот нужно по урбанизированному месту пройтись, прогуляться, и будет эффект, может, даже еще и лучше. И интересно, что кажется, что будет гора, и все время ты будешь выше подниматься, но нет, гора-то заканчивается, начинается спуск с другой стороны, и вот пару домов, которые вверх, ну, там, идут вверх, то потом уже начинается вниз. Вот что я имею в виду. То мы с вами поднимались, лестницы, шли по лестницам, там и дома каждый все выше и выше находился, да, вот уже начинается застройка идти вниз чуть-чуть, что я имею в виду. И, соответственно, потом снова горная местность. Но очень, друзья, красиво. Не знаю, как вот там жить, на этих горах. Конечно же, виды изумительные, но в плане, если куда-то ходить за чем-нибудь вообще, что надо из дома выйти, это, конечно, сложновато. Ну, для айтишников, наверное, идеально. Забраться повыше, никого нету. Тишина, главное, чтобы интернет был. Конечно же, интересно сравнить, а что по кафе. Вот зашел в центр города старого, ну, то есть в центре, как у нас в Будве, там, любой ресторанчик. И давайте посмотрим, что тут предлагается. Напитки. Ну, я не буду зачитывать. Ну, кофе, например, да, у нас сколько там? Ну, 2 евро. 1,5, наверное. А здесь, вот видите, меньше евро даже вот найти можно. Напитки покрепче 1,5-2 евро. В Будве, ну, 2-3, наверное. Прошут черногорский 100 грамм 5 евро. Ну, то есть, я так понимаю, это не из самых дешевых, но даст представление просто-напросто. Рыба вот за килограмм 70 евро. Мясная еда. Картошка 8 евро, чевапи 7 евро, кабасица 7, курица 10 евро, мешанное мясо 14 евро, полкило. Ну, готовая еда. Гуляш 6 евро, ну, как в Меркуре, наверное. Купус, чорбы по 3 евро. Ну да, то есть это место, в принципе, такое же по ценам, как и в Будве везде. И так оно выглядит. 6 евро, 6,80. В общем, Меркур Будванский побеждает в этом нелегком бою. Соответственно, если пойти куда-то там туда подальше от мест популярных, то будет все дешевле. Ну вот было это такое наше маленькое путешествие в Херцег-Нови. Мы с вами прошлись, ничего не изменилось, все как по-прежнему классно. Спасибо всем, кто нас поддерживает лайком, репостом и комментом. И от меня из сердца Херцег-Нови сердце. Спасибо, друзья, до встречи в новых видео.